Нет, вот я специально не говорю никаких слов про Америку. Что? Я вообще не говорю слов про Америку, потому что такое ощущение, что я параноик уже по телевизору. Но знаете, что интересно, что я вам хотел рассказать? То, что не знают зрители и телезрители. Интересный эффект получился. Ко мне стали подходить на улице люди и говорить: мы побывали в Америке, вы правы, они такие тупые. Я говорю: это вы мне рассказываете после этого? Слушайте, сколько я получаю писем. Это так интересно читать письма людей, которые побывали в Америке. И у всех какие-то наблюдения. У меня ощущение, что у нас в России стали смеяться над американцами больше, чем над чукчами. И такие интересные случаи. Позавчера 2 молодых человека меня остановили на улице, говорят: мы проходили стажировку в Америке. Вы не представляете, как мы вас вспоминали каждый день. Мы варили картошку, они мне рассказывают. А те спрашивают, американцы в общежитии: почему вы варите картошку? Что, не можете купить? Мы говорим: дешевле. Они говорят: а как вы проверяете готовность этой картошки? Ну, тупые, вот точно как... Они говорят: ну, мы им не говорим, что вы тупые, а мы им говорим: ну как, вилкой, вот смотрите. Я боюсь вам дальше говорить. А потом мы стали варить яйца. Знаете, что мне славно? Россия включилась в правильную игру. Ну что мы смеемся над чукчами? А вот то, что над американским стилем жизни не над американцами. Американцы добрые. Они внутри очень добрые. Они считают, что надо по-доброму уничтожить Ирак. Но они так думают, они уверены, что Иисус учил, когда ударят по правой щеке, подставь левую, сам хуком снизу в это время. Они действительно, они добрые, недообразованные. А недообразованного человека очень легко направить в любую сторону. Мне сейчас присылают инструкции, которые выпускаются в Америке. Инструкции к разного рода предметам. Ну, я многие из них видел сам. Например, я купил одеяло в Америке, и там в инструкции к одеялу было написано: не использовать как защиту от торнадо. Ну, то есть бесполезную покупку сделал, собственно говоря, совершенно. Они же пишут все. Утюг. В инструкции написано: не гладить одежду на себе. Фен. В инструкции есть запись, пункт такой: не использовать фен во сне. Вы пробовали фен во сне когда-нибудь использовать? Ну, а в Техасе я видел памятку в кабине грузовичка. Кстати, я сначала подумал, что я эту памятку неправильно понял, но потом мне объяснили, что я все правильно понял. Водитель, помни, что предметы, отражающиеся в боковых зеркалах, находятся сзади, а не впереди тебя. Из всего этого самое приятное: в эту игру включились наши зрители. Мы не безнадежны. И прислали мне разные зрители законы в тех штатах, где они жили. Это настоящие законы, и я каждый раз вспоминаю эти законы, когда слышу, как какой-то политик, очередной Чубайс, нам указывает, как должно быть у нас, как в Америке. В Техасе запрещено ругаться матом рядом с трупом. Ну, их так тянет ругаться. Как труп увидит, сразу материться хочет. Кентукки. 3 дня ареста, 3 дня ареста. Знаете за что? Если вы несете в заднем кармане мороженое. Какое ваше собачье дело, где я ношу мороженое? Это люди собираются, представляете, голосуют. Это настоящие законы. Миннесота. Муж не имеет права заниматься сексом со своей женой, если от него пахнет луком или сардинами. Все. А чесноком, килькой, пожалуйста. Все там так не любят сардины с луком. В Миссури пожарный не имеет права спасать женщину, если она в ночной рубашке. Все. Все, пожар, раздевайся. Или одевайся, а в ночной рубашке нельзя. Голый, пожалуйста. То есть они боятся, что их засуют. Он дотронулся до раздетой женщины. Как вот этого учителя засудили. Он назвал мальчика лентяем, юрист вызвал его в суд и составил такое обвинение, что он его обозвал лентяем. У мальчика комплекс неполноценности, а мальчик писал рассказы, мог стать писателем, и вы должны выплатить все гонорары, которые бы мальчик заработал, если бы он стал писателем, если бы вы его не оскорбили. Вот это та страна,
в который нас ведут сегодняшние наши политики. Женщины в Огайо запрещено раздеваться перед фотографией мужчины, если она одна в комнате. Это... А свидетели кто будет? Иллинойс. Запрещено предлагать сигары домашним животным. Видимо, бывали случаи. Я даже не знаю, как такое придет в голову. Мэриленд. Готово? Запрещено приводить в кинотеатр льва. Наверное, прецедент бывал. Аляска. Наши чукчи по сравнению с жителями Аляски, если руководствоваться этим законом, наши сборище Кулибинов и Эйнштейнов. С законом на Аляске запрещается выбрасывать из летящего самолета живого оленя. А в инструкции к бенгальским огням написано: нельзя брать в рот. А ведь всем же хочется. Знаете, у меня одно: ну тупые. Это какой градус тупости надо иметь, чтобы на плавательной шапочке писать только на одну голову? Но все рекорды побила инструкция к бензопиле американской. Видел собственными глазами. Вернее, мне прислали, опять-таки, вот этот чудный процесс. Люди в этот процесс включились. Я прошу извинения, но я дословно переведу, да, то, что написано там. Просьба настоятельная не останавливать бензопилу голыми руками или гениталиями. Знаете, друзья, вот когда я это все рассказываю, когда мы смеемся, я знаю одно: у нас надежды есть на то, что мы такими не станем. И в этом смысле мне очень нравится пародия Жванецкого на меня. С одной стороны, гениальный человек все-таки Михаил Михайлович. Одна фраза, но сразу меня уничтожил со всем моим творчеством. Я же с одной стороны говорю, что мы не безнадежны, а с другой стороны говорю, что вот рассказываю все то, что я вижу в нашей жизни. А его пародия на меня такая: ну, конечно, это его голосом надо говорить. Наконец-то появился свет в конце туннеля, только туннель, сука, не кончается. Извини.